Вести сводку уничтоженной логистики Wildberries, каждый день рассказывать об очередных уничтоженных логистических мощностях, о разоренных предпринимателях. В нынешних условиях это занятие столь же печальное, сколь бессмысленное. Это теперь такая у нас рутина. Даже выглядят эти новости теперь как сводка то ли погоды, то ли биржи. Просто список. Там-то и там-то ночью были взрывы. Вот сегодня в Ярославле НПЗ и еще какие-то склады Wildberries. Поговорить на этом фоне имеет смысл о Wildberries в том виде, в котором она до недавнего времени существовала. Как о компании, которая смогла совершить настоящую технологическую революцию. Как это у них получилось в России и почему? Что бы у нас происходило, если бы Путин не придумал бессмысленную войну, которая теперь уничтожает в том числе и эту компанию? Сегодня об этом поговорим. Прежде чем начнем, только напомню, мы сделали подробную инструкцию с разными способами обходов блокировок интернета в России. Там у нас еще есть рейтинг VPN-сервисов, ссылка на него в инструкции. В рейтинге учитывается то, как разные VPN работают у разных провайдеров, и вы можете посмотреть, какой сервис лучше всего работает прямо сейчас. Обратите там внимание на VPN Liberty, у него сейчас доступен бесплатный 30-дневный тестовый период. Wildberries — это 95 тысяч пунктов выдачи заказов. Абстрактно эта цифра ни о чем не говорит, однако, для сравнения просто, вся почта России — это 38 тысяч отделений. Весь сетевой российский ритейл, все бренды X5, Магнит, Красное и Белое, вся группа Лента и так далее — это по разным оценкам около 100 тысяч магазинов. Вся банковская система России, от Сбера и ВТБ до самого последнего Северстройбанка из Вологды, это меньше 22 тысяч отделений. По масштабам сети, по покрытию страны, один только Wildberries — это как Почта России, все отделения всех банков, плюс какой-нибудь Магнит вместе взятые. Любой человек, который имеет базовое представление об управлении, может понять, что в централизованном виде эта структура просто не могла бы существовать. 10 унитазов сломались, 20 компьютеров сгорели, 2 потолка рухнули, 6 сотрудников на что-то обиделись и ушли посреди смены, оставив ПВЗ без присмотра. Случилось 16 драк, 12 собственников помещений разорвали аренду, сотня сотрудников подала в суд, 4 муниципальных администрации заставляют менять вывеску. Полусотни ПВЗ выключили электричество. Именно так выглядел бы обычный рабочий час обычного рабочего дня структуры, насчитывающей 95 тысяч базовых отделений, каждым из которых нужно оперативно управлять. Если вы строите структуру, которая стремится дотянуться до каждого хутора, оказаться на каждом перекрестке, в каждом жилом комплексе, вы неизбежно станете Почтой России. Не будет никакой экономии от масштаба. Наоборот, каждой пенсионерке в далеком магаданской деревне, которая выдает 20 посылок в неделю, вам придется через массу промежуточных шестерен подключать огромный аппарат управления. У вас будут десятки тысяч отделений, у которых оборот рубль, а потратить на администрирование надо все 10. Ровно в этом кроется секрет того, почему та же Почта России планово убыточна. И поэтому подход, который изобрел Wildberries, гениален. Wildberries переизобрел франчайзинг. Оказалось, что открыть собственный ПВЗ, ощутить себя настоящим предпринимателем может вообще любой. Это не сильно сложнее, чем, не знаю, косметику через Oriflame продавать. В этот бизнес могут прийти люди, для которых настоящая франшиза недоступна. Чтобы открыть Додо Пиццу, нужно 15 рублей. Это совершенно взрослый бизнес, для которого нужны знания и опыт. Чтобы открыть ПВЗ, не нужно абсолютно ничего. С этим справится любой человек со школьным образованием. Аренда помещения, базовый ремонт, базовая мебель, один компьютер и пара камер. Это несколько сот тысяч рублей. Почти любой банк, почти любому человеку столько денег даст просто по одному документу, безо всяких залогов и вопросов. Открыть ПВЗ в провинциальном городе – это по деньгам, как в Турцию с семьей на 1,5 недели съездить. Открыть собственный ПВЗ – это самый низкий порог входа в бизнес со всех точек зрения. Финансов, навыков, образования, опыта. Примерно каждый может на первом этаже собственного дома, в собственной деревенской избе, открыть пункт выдачи. Wildberries же получает самую дорогую часть любого логистического бизнеса, филиальную сеть, которая дотягивается до каждого человека в стране, которая находится в шаговой доступности к любому покупателю, при этом на содержание и администрирование которой потрачено 0 рублей. Вместо управляющих, которых надо искать, отбирать, нанимать, платить за них налоги и соцвзносы, думать, как их мотивировать, Wildberries получает сверхмотивированных предпринимателей, которые продали телевизор, назанимали у знакомых, набрали кредитов и открыли таки ПВЗ.
Успех этого конкретного пункта для его владельца – вопрос персонального благополучия. Вместо сотен тысяч работников, которым Wildberries был бы должен кучу всего, он получил десятки тысяч партнеров, которым он ничего не должен. Которые должны сами содержать помещения, нанимать и обучать персонал, разбираться с налогами, местной властью, ментами, неадекватными покупателями, жуликоватыми арендодателями и сумасшедшими соседями. Wildberries не нужен отдел развития, который будет думать, окупится ли открытие ПВЗ в конкретной деревне. Судьба этого ПВЗ всецело в руках того, кто его открывает. Все риски на нем. ВБ заплатит только за фактически реализованный товар. Если сама идея маркетплейса — это не что-то новое еще со времен Амазона, то концепция ПВЗ, филиальная сеть, которая создается независимыми подрядчиками, полностью контролируется маркетплейсом, но не управляется им, это совершенно новое слово в потребительской экономике. Это система, которая позволяет очень сильно экономить на самом дорогом компоненте во всей экономике маркетплейсов, на последней миле доставки до потребителя. Каждую отдельную коробочку не нужно вручать каждому клиенту. Фургон просто разгружается в ПВЗ, а функцию курьеров берут на себя сами покупатели. Это чисто российская инновация. Конвертировать сотрудников в предпринимателей со всеми признаками предпринимательской деятельности. Инновация, которая мало где могла бы случиться в принципе. Чтобы инновация такая случилась, чтобы филиальную сеть корпорации можно было построить усилиями десятков тысяч индивидуальных предпринимателей, должны совпасть два обстоятельства, которые по жизни одновременно встречаются очень редко. Какие? Сейчас обсудим, после рекламы. Криптовалюта за последние годы прочно интегрировалась в повседневную жизнь многих россиян. Если надо перевести деньги родственнику за границей, легче всего сделать это в криптовалюте. Многие заказчики, если вы фрилансер, готовы платить в криптовалюте. Некоторые подписки, например, на VPN, можно оплачивать криптой. Однако есть один минус – криптовалюту сложно обналичить. Каждый раз надо искать обменник, дойти до него, он еще может не работать. У некоторых также есть тревога, вдруг ошибка какая, и деньги просто исчезнут. Поэтому MaxSwap создал продукт, который полностью решает эту проблему – криптовалютную виртуальную карту. Работает она просто. Добавляйте карту в Apple или Google Pay и расплачивайтесь ею за границей, как обычной картой. Что одновременно позволит вам комфортно тратить криптовалюту и иметь резервную карту за границей, мало ли что случится с основной. Карта MaxSwap привязана к криптовалютному счету. Оттуда будут списываться средства и автоматически конвертироваться при покупке. Управлять картой вы сможете через Telegram. Не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений с зубодробительным интерфейсом. Сможете через Telegram пополнять баланс, смотреть сколько и на что вы тратите. И открывается такая карта всего за 5 минут. Средства зачисляются мгновенно. Наша команда сама это проверила, люди использовали это в разных магазинах за границей, и она работала. А еще у MaxSwap недавно появился уникальный продукт Premium Card – криптовалютная карта, с которой можно снимать наличные в обычном банкомате, позволяющим проводить операции через Apple Pay или Google Pay, а также оплачивать подписки на ChatGPT и Claude. Стоит премиальная карта не намного дороже обычной – $85. Такая карта позволяет снимать до $750 в день и до $250 за раз. На нее действует скидка по промокоду CATS 25%. Почитать подробные условия и подобрать себе подходящую карту вы можете по ссылке в описании. Чтобы могла возникнуть такая структура, как Wildberries в стране, должны совпасть два обстоятельства. С одной стороны, у вас должны быть на самом передовом уровне развитая потребительская экономика и проникновение онлайн-сервисов и логистика. С другой стороны, отношение общества к корпорациям и к тому, как должны быть устроены трудовые отношения, должны быть довольно свободными. Редко где в мире встречаются два таких явления разом. Высокий уровень образования и развития, но очень легкое отношение людей к формальной стороне дела. Готовность людей работать в такой вот либертарианской экономической модели, где работодатель ничего не гарантирует и не несет ответственности, зато люди могут собственным трудом увеличивать свой заработок. Не зависеть от настроения работодателя в деле повышения оклада, а после первого ПВЗ открыть просто второй, третий, пятый и 10. Это уникальное сочетание двух факторов. Первый – трудовая культура, которая свойственна странам второго мира, которая не обременена давлением со стороны профсоюзов, где люди с готовностью идут на неформальную занятость и даже иногда на серое оформление, хотя здесь это не так. Второй фактор – экономика первого мира,
где каждая деревенская старушка оснащена смартфоном и может не только блузку себе заказать, но и открыть собственный ПВЗ. Где еще на свете есть такое удивительное сочетание? Чтобы можно было и покрытие около 100% территории страны онлайн-услугами устроить, чтобы на такой продвинутый бизнес можно было легко найти квалифицированных работников, чтобы десятки тысяч людей пришли строить свой бизнес внутри вашего. Но чтобы при этом не пришел профсоюз и не сказал: «Друзья, так нельзя! У вас характер отношений фактически наемный. Извольте перестать притворяться партнерами. Начинайте платить зарплаты, давать людям должностные инструкции, соблюдать график, не работать по воскресеньям и вечерам, ну или там по субботам и так далее». Какие еще предприниматели? Что это вы там удумали? Зарабатывать больше среднего? Пожалуйста, среднюю зарплату всем. И график с трудовыми отпусками. История Wildberries о том, как бизнес разглядел и реализовал уникальное преимущество страны, построив структуру, которая взяла все лучшее от глобальных маркетплейсов типа Амазона, но смогла решить проблему, которую такие сервисы никогда решить не смогут, проблему очень высокой цены последней мили. Wildberries смогла построить филиальную сеть, которая у каждого потребителя находится за углом, но ни рубля не тратит на ее содержание и администрирование. Это то, что в России всегда умели. Взять чужой формат, чужую инновацию и перепридумать их так, как оригинальным авторам даже в голову бы не приходило. Не просто интернет-магазин, не просто площадку, куда любой мелкий предприниматель может зайти со своим товаром, но такую точку притяжения, которая бесконечно генерирует самые разные бизнесы вокруг себя. Это касается далеко не только владельцев ПВЗ, не только тех, кто торгует на маркетплейсах. Благодаря тому, что масса мелких предпринимателей получила возможность торговать не в пределах своего города или региона, а по всей стране, у нас родился совершенно новый рекламный рынок, на котором росли уже самого разного рода создатели контента и инфлюенсеры. Только благодаря инфраструктуре маркетплейсов, позволивших мелкому бизнесу получить федеральный охват, блогеры с десятками тысяч подписчиков, которым никогда не светила бы реклама, смогли получить своего рекламодателя, такого же мелкого импортера моющих средств. Компании типа Wildberries – это как раз такого рода бизнес, который создает вокруг себя экономическую мультипликацию в совершенно неожиданных форматах и местах. Оказывается, может зарабатывать не только площадка, продавцы, владельцы ПВЗ, но даже юноши из Сибири с обзором моторных масел. Он теперь не энтузиаст, а блогер с рекламодателями и непременно оставит артикул в описании. Только Россия была рынком, где стал возможен свой поисковой сервис, который в свое время был монополистом и гегемоном, успешно вытесняя Google. В России была и собственная соцсеть, которая не оставила ни единого шанса Фейсбуку. Шансы Яндекса и ВК на то, чтобы стать чем-то большим, были начисто угроблены стремлением российского начальства построить цифровой суверенитет. Оказалось, что выдающиеся площадки несовместимы с политическим режимом, который стремится навести тотальную цензуру. Оказалось, что инновационный бизнес никак не уживается с авторитарным режимом, который стремится к полному контролю. Уникальный формат торговли Wildberries распространился и стал общим для Озона, Яндекс.Маркета, Мегамаркета. И формат этот оказался не способен пережить войну, которую развязало государство и ведет без смысла и конца. История Wildberries, как и история ВК и Яндекса, сводится к разговору о существовании гигантского и непреодолимого разрыва между реальной Россией и ее начальством. В России такое общество, что инновационный бизнес там возникает и развивается будто бы сам собой. Несмотря на хреновое законодательство, несмотря на ограниченные возможности по привлечению внешних инвестиций, несмотря на фактическое отсутствие права собственности. Внутренний ресурс у страны достаточен, чтобы пережить почти что угодно. Не просто пережить, а почти в любых условиях создать какую-то новую, уникальную ценность, до которой никто в мире не додумался. Однако, всему, как оказалось, есть предел. Можно жить и развивать уникальный формат бизнеса, можно генерировать сотни тысяч рабочих мест, но если война идет уже 5-й год, противник очухался и прицельно выбивает инфраструктуру, то даже такой бизнес, который способен выживать и преуспевать в почти любых обстоятельствах, выживать перестанет. Страна очень хочет жить в 21 веке и наглядно это демонстрирует. Россияне умеют быть лучше, быстрее, сообразительнее, технологичнее, чем кто бы то ни было. Поразительно смотреть на то,
какие титанические усилия государства в лице высшего своего начальства вынуждено предпринимать, чтобы нарушить естественный ход событий и успех нашей страны. Компания, которая еще недавно была не просто локомотивом, но создателем совершенно нового рынка, которая смогла успешно работать много лет, на 5-й год войны стремительно превращается в чемодан без ручки. Превращается в структуру, которая теряет логистические мощности и генерирует такие долги, какие заведомо не сможет никогда покрыть. И происходит это в стране, которая имела все возможности, просто обязана была быть на передовой глобальной конкуренции, показывать всяким Илоном Маском и прочим Джеффом Безосом, как надо работать, как можно с нуля изобретать приемы и технологии. Но Россия оказалась на совсем другой передовой, где жить она не приспособлена. Война на истощение так и выглядит. Она не только уничтожает физические активы, заводы, склады, хранилища нефти, не только убивает людей в немыслимых масштабах, не только создает сиюминутные проблемы вроде дефицита топлива, но и истощает потенциал для будущего. Те преимущества, которые делали нашу страну конкурентной, одно за другим исчезают. Не только потому, что склады взрываются, но потому, что люди уезжают, что новые бизнесы не создаются, потому что неопределенность слишком большая, потому что риски невозможные. Дрон прилетит со взрывчаткой, чекист придет со сроком, государство придет и отберет собственность. У всех истории разные, но у всех таких историй успеха прошлого конец не очень хороший. Склады и НПЗ можно построить заново. Но вот то, чего не было построено за годы войны и власти Путина в нашей стране, этого мы уже не вернем. В стране с огромным потенциалом, которая могла бы идти вперед, но вместо этого копает себе огромную яму. До завтра.